Хорошо, если научиться им пользоваться. Все видно. Все видно. Вот, я вижу своих оленей. Олени рядом со стойбищем пасутся. Все хорошо. Стойбище тоже видно. Нет, чуть подальше. Получается, тут совсем рядом. Сложно научиться пользоваться? Да, в принципе, нет. Пару дней. Сколько примерно она стоит? Ой, я вот как-то это... Ну, тысяч, наверное, около 120. Попроще будет, подешевле, да. Можно тысяч за 30 что-нибудь взять. Для начала, да? Набирать высоту. То зачем? Я ж... Главное, над деревьями летал. Да. Здесь геолокация же, все здесь, то есть видно, где ты летишь, у тебя вот обратная дорога, то есть можешь... Это самый край пастбища, где олени. Как говорится, головная часть стада. Да. Я вижу, вон летит. Все, возвращается на базу. Сел. Хорошая вещь. Для карауливания оленей самое то. Человек зря не будет ездить в поисках оленей. Сразу к стаду поедет. Думаю, из чума от стойбища отправить. Определить, где олени, и целенаправленно поехать в стадо. Главное, чтобы на морозе сенсорный телефон хорошо работал. Батарейка садится, можно потерять. А лучше брать, продаются сейчас сразу с пультами идут. Что у тебя здесь монитор, то есть и телефон даже не нужен. Да, уже с монитором, да. Уже с монитором, и он от пульта уже не отвяжется никак. Если телефон сел, то можно потерять, а здесь уже он все. Так. А как ты узнаешь, где оленей искать? Ну я как бы по Маршруты. следам определяю. Свежие вот, они отличаются от старых. Главное до края доехать к оленям, а там уже все уже само пойдет. Едешь по краю. В итоге ты уже собираешь кучку, получается. А случается, что вот отбиваются олени, что найти потом не можешь? Да, бывают такие моменты, когда вот они, когда проскочил след, например, тропу, думал ты старый, а оказывается новый может быть. Но они потом приходят сами или кто-то подбирает? Они сами приходят иногда, видишь, они же как бы вместе держатся всегда, желательно. Они обойдут тот вот старый, там, где они были до этого, там походят и обратно вернутся. Но они от чума не отходят? От чума они уходят, мы их загоняем и желательно отпускаем подальше, чтобы в чуму не приходили. Вот начинаем где-то в феврале, марте где-то, в феврале в конце тундру выгоняем, собираем в кучку и выгоняем. Но они своих хозяев знают, к чужим не пойдут?
Не, они уходят, когда если стадо рядом, они смешиваются, туда уходят. Либо оттуда придут. Ну вы же между собой знаете своих оленей? Да, потом знаем, возвращаете? у нас метки есть. И уже как бы человек уже своих оленей наизусть знает. Ну они могут в другом стаде воспитываться? Если твои отбились, ты ушел, и они остались в другом стаде, их воспитают? Да, воспитают. И обратно потом отдадут? Ну, обратно отдадут. Они тебе скажут, у тебя олени пришли. Он по возможности, если он рядом, поехал, забрал их. А если не получается, то на лето остаются. Бывает даже на год. И уже вот, когда по возможности поехал, забрал у него. Ездил в стадо на окарауливание. Олени спокойны, пасутся. Учился в ямальской средней школе в Ярсале. Учился хорошо, поведение было хорошим, может, иногда баловался, как все дети. После школы я не продолжил учебу. Я служил в армии после школы. Служил за границей в Таджикистане. Вначале была учебка в Саратове. После поехали служить за границу в Таджикистан. 8 месяцев там служил. 8 месяцев я служил там. Я был механиком-водителем. Был водителем самоходной гаубицы. Сразу научился водить. Там хорошо, но только слишком жарко. Я там ни за что не остался бы. Там очень жарко, другой климат. Из Ярсаля нас было 3, нет, 2. Из Салехарда были ребята. С Ямала было много ребят. Ребята из села Только, Белоярска. Ямальских было много. Мы служили в одной части. Отношения между нами были хорошие, дедовщины не было. Так служили всего год. После армии я принял окончательное решение остаться в тундре. Я думаю, всем нельзя оставаться в тундре. Учиться и получать профессию тоже надо. У меня 3 брата и сестра. Все живут в селе. Младший брат учится в школе. Я оленевод-частник.
Мне больше по душе отдельно кочевать. Следишь только за своими оленями, сам по себе, никто не указывает. Я ведь работал пастухом в бригаде, потом уволился. Давненько это было. Где-то 3 года я работал в бригаде. В бригаде надо следить за большим стадом. Можно не заметить, как часть откололась от стада. Большой спрос. Если что-то случилось, так это твои олени. Ты их знаешь на лицо и со временем все равно найдешь. В бригаде есть те, кто надеется на другого. Участника — это его олени, он за них отвечает, так сказать, для себя живет. Получается, что я постоянно живу в тундре, кочую больше 10 лет. Со своей будущей женой познакомился в Ярсале перед Новым годом. Она окончила Сияхинскую школу, потом колледж в Салехарде по специальности бухгалтер. Потом я привез ее в стойбище. Вместе уже 9 лет. Некоторые сами не могут найти супругу. У меня семья, 4 ребятишек, все мальчики. Старший учится в школе. Сын всегда в стойбище на каникулы приезжает. Он сильно скучает по дому. Я хочу, чтобы мои дети получили высшее образование. В тундре жизнь меняется. Будущее оленевода непонятно, учиться надо. У меня не вышло. Я стремился в тундру к оленям. Ездил в стадо на окарауливание. Сегодня тепло, всего минус 25. Через Обскую губу мы кочуем на оленях, это весной. Осенью перегоняем оленей снегоходами, как получится. Уже с берега на оленях кослали. Сейчас уже на снегоходах. В этом году все необходимое на снегоходе перевезли. Часть грузовых нарт оставили на той стороне. Здесь у нас чум, грузовые нарты с продуктами. В этом году с переходом припозднились. Ждали, когда очередь подойдет на забойку. Там график, кто за кем будет забивать. Пришлось ждать. Эту деталь сейчас на место поставлю. Убирал, пока на окарауливании был. Сейчас уже все меньше на оленях ездит, все больше на снегоходах. Оленей в лесной зоне не запрягаем, только когда стадо надо на другое пастбище перегнать, потому что стадо за упряжкой пойдет. Я учился в 7 классе, когда впервые начал самостоятельно ездить на снегоходе. Это был обычный советский снегоход. Сейчас тоже на них ездим. Мой снегоход в поселке в гараже стоит. Сейчас снегоход нужен, чтобы чум перевозить на новую стоянку. Особенно, когда переход через Обскую губу. 3-4 снегохода. Перевезти чум, нарты. На одном оленей гоним. 2 снегоходов хватает. На одном снегоходе ездим на дальние расстояния. На другом окарауливаем стадо оленей. Ездим за дровами. Снегоход на дальние расстояния должен быть надежным, чтобы не сломался в пути. Расстояние длинное.
Да, мы Мастерить нарты начинаем где-то в феврале-марте. февраля. Как только дни станут длиннее, начнем материал для нарт заготавливать. Ремонтом нарт займемся. Ну все, Где? мама Павлика в гости обещала приехать. Это не я. Я тут. Телефон звонит. Да, слушаю. Хорошо. Я понял. Едешь? Павлик не Да, едет в гости. Мама Павлика звонит? Когда? Сейчас. Садись, Мирик. Мирик, надо. Да там, да там. Мама. Thank you.